Давайте начнем с вопроса, может быть. Or a subject. I have one question regarding the topic which we discussed, that if will for some particular action comes from the divine, then it brings peace and joy and capacity to fulfill it. But for example, when very famous episode of Krishna and Arjuna in Kurukshetra, then Arjuna had to fulfill a divine action and fight, but on the contrary, opposite part were his relatives, so it was difficult for him, and he had a moment of despair and despondency. Yes, if divine will. One moment, I translate it. Я спросил, продолжая нашу тему, что Алок Пай говорил, что если побуждение для действия приходит от Божественного, то это приносит с собой радость, покой и способность исполнять это действие. Но вот известный эпизод Бхагавад-гиты, когда Арджуна и Кришна, Арджуна должен был исполнять божественную работу и сражаться в битве, в то время как на противоположной стороне были его родственники, близкие ему люди, и он, как мы знаем, испытал такой момент отчаяния, уныния. So this question people have asked the mother also, not in this context, but when the mother would give them some work, they would say that we don't know how to do it. Этот вопрос люди задавали также и матери в другом несколько контексте, но когда мать давала им какую-то работу, они говорили, мы не знаем, как делать эту работу. Meaning thereby they had doubts whether they can do that action or not. Имея в виду, что через это действие, то есть могут ли они делать эту работу или не смогут все-таки. And the mother would reassure, и мать заверяла их, that whenever I give some work, I give the capacity to do it. Мать заверяла, что если я даю вам какую-то работу, то я всегда даю способность осуществить эту работу. But then human beings carry within themselves many contradictory parts. Но в то же время в человеческом существе, как мы знаем, человеческое существо несет в себе много противоречащих друг другу, иногда конфликтующих частей. And the forces that create obstacles outside are also the forces that create obstacles within. И те силы, которые создают препятствия снаружи нас, они же создают препятствия и внутри нас. And one has to fight them. И с ними приходится сражаться. Before Arjuna can fight the great battle, прежде чем Арджуна смог сражаться в этой великой битве во имя человечества, for which he has the capacity and is the chosen instrument, для этой битвы он имел все способности, поскольку был воином от рождения, и он был избранным инструментом для этой работы. And has even the practical knowledge and skill. И также он имел для этого и практическое знание, и навыки, умения, поскольку с детства воспитывался как воин. We cannot doubt his capacity and knowledge because he was one of the best at that point of time. Мы не можем сомневаться в его способности, в его умениях и познаниях в этой области, поскольку он был одним из лучших воинов того времени. And yet, before he can become a powerful and useful instrument, he has to fight an inner battle.
И тем не менее, прежде чем стать мощным и полезным инструментом для исполнения этой работы божественного, ему пришлось сначала сражаться во внутренней битве. So that is why when people used to ask the mother as to what work they should do, поэтому, когда люди спрашивали мать, какую работу им нужно делать, and what is my role in the great work, и какова моя роль в великой работе, mother would first tell them that you take up whatever work that is given to you and do it in the right spirit. А мать говорила, что вы начните заниматься любой работой, которая дается вам, но делайте ее в правильном духе. And then the divine will take you to the place which you must occupy. И тогда Божественное приведет вас или даже принесет вас в то место, которое вам предназначено занимать в этой работе. In other words, there are two stages of this unfolding of the divine will in man. В то же время есть две стадии раскрытия, развертывания божественной воли в человеке. There is the first stage when one carries on doing the work driven by the past momentum. Есть первая стадия, когда человек совершает действия, выполняет работу, увлекаемый, побуждаемый прежним накопленной совокупностью энергии от прежних действий. Or according to one's swabhava and swadharma. Или же согласно своей свабхаве, свадхарме, то есть собственной природе. Until a point comes, до тех пор, пока наступает такой момент, when one is ready to directly engage with the work that the divine gives the person. Когда человек готов непосредственно уже участвовать в работе, осуществлять работу, которую ему дает Божественное. And then things begin to change. И тогда вещи начинают изменяться. It's the same thing about the famous saying in the Bible, many are called, few are chosen. То же самое сказано фактически в известном библейском изречении, что много позванных, да мало избранных. But more specific to Arjuna, there is a very interesting truth about it. Но в отношении непосредственно Арджуны есть одна очень интересная истина, which is not found in the scriptures, but it is revealed by Aurobindo in his Bengali writings. Этого не сказано ни в каких писаниях, но это раскрыл Ауробиндо в своих сочинениях на бенгальском языке. There is a small book called Gita Bhumika or Introduction to the Gita. Есть небольшая книга, которая входит в состав сочинений на Бенгалии. Это введение в Бхагавад-гиту. It is a pity it is not translated in English as far as I know. But is it a part of it? Yes, yes. In the Bengali writings it is there, yes. Then I think it should be translated. It should be translated in Russian if you like. Actually, I have prepared these Bengali writings for publication. Wow, wonderful. And there was part on Gita there. Yes. So in на this... русском она издавалась как духовное возрождение. Том, это собрание сочинений, я просто ее готовил, поэтому знаю там замечательные вещи о Гите. So in those series of essays, Aurobindo reveals a very deep and subtle truth. И в этой серии очерков Шри Ауробиндо раскрывает очень глубокую и тонкую истину, which applies particularly in this yoga. Которая особенно справедлива для этой йоги, для йоги Шри Ауробиндо. He gives us the secret of Krishna. Он раскрывает нам тайну Кришны, секрет Кришны. So he says that it was not that Arjuna was plagued by these doubts and attachment, etc., but it was the action of Krishna. Он говорит о том, что на самом деле неправильно думать, что Арджуна был вовлечен и впал вот в это уныние, отчаяние, но это было специальное действие Кришны. His Vaishnavi Maya, that is how it is called. Это называется Вайшнави Майя. And it had suddenly awakened in Arjuna feelings of tremendous attachment and affection for his family members.
И в Арджуне внезапно пробудилась огромные привязанности к членам его семьи. Almost in an unnatural way. Почти, можно сказать, в неестественном даже масштабе. Because though Arjuna was a sattvic human being, Потому что хотя Арджуна был саттвичным человеком, yet he was a warrior at heart. все-таки в сердце своем он был воином. And he had fought many great battles. И он уже участвовал во многих великих битвах. And he had waited for this battle. И он ожидал этой битвы, которая должна была произойти, и справедливость была на его стороне, как мы знаем. So why did Krishna do this to him? Но почему же, зачем Кришна вдруг вот поднял в нем, проявил в нем вот такое чувство? Because he had foreseen that there is a seed of this in Arjuna, and at any time in the middle of the battle it can come up. Потому что он предвидел, что семя этого есть, присутствует где-то в подсознании, в сокровенных глубинах Арджуны, и оно могло внезапно проявиться во время битвы. And he wanted to clear it. И он хотел полностью очистить его от этого. Because there was no room for this sentimental weakness in the middle of the battle. Потому что во время сражения не было места для этой сентиментальной слабости. So also many times the divine brings out hidden things from within us. Таким же образом божественное часто внутри нас выносит на поверхность, проявляет вот эти скрытые вещи. It is an experience of, I would say, almost all who walk the path. И это испытывают, я бы сказал, почти все, кто идут по этому пути. That when they start walking the path, they are besieged by many kinds of forces and energies. Что когда они начинают идти по этому пути, их буквально осаждают Всевозможные силы и энергии. Which they didn't know existed within them. И до сих пор эти люди, этот человек, который вот так начинает идти по пути, он даже не подозревал, что в нем могло такое существовать. It is like when you enter a room and it looks very nice. Это все равно, что как вы вошли бы в какую-то комнату, и она выглядит такой очень прекрасной, привлекательной. But when you start sweeping it, tons of dust will fly. Но когда вы начали ее подметать, вдруг в воздух поднимаются тонны пыли. And suddenly you wonder, where did this dust come from? И вы просто изумляетесь, откуда же вдруг взялась вся эта пыль. Well, it was lying there, and that it is clean was just a facade. Хотя на самом деле эта пыль присутствовала в этой комнате, и просто она была недостаточно полно очищена, а только вот эта привлекательность, это был внешний некоторый фасад, а за ним скрывалась вся эта пыль. So also we carry the facade of a Mr. Clean image. И так мы несем также вот в себе вот этот фасад, который называется «Господин очень чистый». And we like to associate with people who keep our image. И нам нравится поддерживать отношения с теми, кто поддерживает, подпитывает в нас этот образ, этот имидж. And we do everything within our means to keep that image. И мы тоже делаем все, что только в наших силах, чтобы поддерживать этот имидж. Whether it be by wearing a dress or speaking in a certain way, we want to keep that image. Может быть, это будет то, что мы носим определенные одежды, или мы говорим, вещаем определенным образом, но мы хотим всячески поддерживать этот имидж. Even when we go to the divine, we go with an image that I am a very good person. Даже когда мы идем к Божественному, то мы идем с этим образом, имиджем, что я замечательный такой индивид. It's not me, it is the world that is bad. People are bad. Это не я, это мир просто такой плохой, это люди такие плохие. I am a very good boy. А я замечательный парень. It doesn't impress him. Но Божественное это как-то не впечатляет. It impresses him much more if we say, I am what I am. Божественное впечатляет гораздо больше, если мы говорим ему, я есть то, что я есть. And I offer myself to you just as I am. И я вверяю себя
тебе таким, какой я есть. Do with this material whatever you can do with it. Делай с этим материалом, что ты можешь с ним сделать, все, что ты можешь с ним сделать. But when we go with images, the divine action is an action of truth. Но когда мы приходим с каким-то образом себя, с каким-то имиджем, то божественное действие – это всегда действие истины. It is an action of light. Это действие света. And it strips us bare of everything, all facade. И это действие божественного срывает с нас все вот эти маски, сметает этот фасад и обнажает то, чем мы являемся в настоящий момент. And the hidden weaknesses of our nature suddenly show up. И тайные слабости нашей природы внезапно выходят на белый свет. That is called DI scan, Divine Imaging Scan. Это называется DIA-скан, сканирование божественных имиджей. There are people... Is it a medical term? No, doctors don't know about it. Я думал, может, это какой-то медицинский термин, но врачи об этом не знают. But there are very interesting examples of people who went to the mother. Но есть очень интересные примеры людей, которые приходили к матери. And she would suddenly look. И она вдруг начинала смотреть. Look at a particular spot. Смотреть в определенную точку. And the person would feel as if a very powerful beam has gone inside and almost doing a surgery, scooping out things. И человек вдруг начинал ощущать, что в него словно проник какой-то очень мощный луч, и который совершает буквально почти хирургическое действие, и что-то из него вытаскивает, изымает. And when the whole thing was out, that little part of nature, и когда вся эта штука была вытащена, изъята, вот эта определенная часть природы, she would sometimes ask the person, did it hurt too much? Мать потом могла спросить иногда человека, это тебя слишком побеспокоило? Не слишком это тебя побеспокоило, причинило какие-то неудобства? Because the divine action is an action of truth. Потому что действие божественного – это всегда действие истины. This is the story of the famous sannyasi. Есть еще история о знаменитом саньясине. Это вот, who wanted to meet Auробиндо and said, Divine has guided me. Divine Mother, Parashakti. He used the word Parashakti has guided me to meet you. Саньясины, вы знаете, это орден монашеский в Индии, которые вот отрекаются от всего мирского. И он пришел, чтобы встретиться с Ауробиндо и сказал, что сама Божественная Мать, Парашакти, как он использует санскритский термин, привела меня, чтобы встретиться с тобой. And Auробиндо said no. Ауробиндо сказал нет. And he insisted, no, I have been guided by Parashakti. Но этот саньяси настаивал, нет, меня привела Парашакти. And Auробиндо, with his characteristic sense of humor, remarked, very inconvenient Parashakti. Ауробиндо со своим бессмертным чувством юмора сказал, очень причиняющее неудобство Парашакти. So the man would not stop and he threw up a challenge, if you don't allow me to see you, I will throw away all my clothes and come to you. И человек все равно не унимался, и он послал буквально вызов Ауробиндо, что если ты не позволишь мне встретиться с тобой, то я разорву все свои одежды и все-таки проникну к тебе. And Auробиндо would tell him, please tell him not to do such things here. Ауробиндо просил ему передать, скажите ему, чтобы он не делал таких вещей здесь. But the man insisted, and as he started going up the stairs, но человек все равно настаивал на своем, и он начал все равно без спроса подниматься по лестнице в комнату Ауробиндо. Up the stairs that lead to Aurobindo's room. По этой лестнице, вы знаете, кто был там, которая ведет в комнату Ауробиндо. Halfway up the stairs, he suddenly turned back and ran down. Наполовину поднявшись, он внезапно повернулся и убежал оттуда. And he ran away saying, I understand.
И он бежал и на пути повторял: я понял, я понимаю. It is a very powerful light. I'm not yet ready. Это очень мощный свет, я еще не готов. And when Sri Aurobindo was asked that he was a sannyasi and he is saying he is not ready, what is the reason? И потом Шри Ауробиндо спросили, как же так, что он саньяси, вот такой монах, отрекшийся от всего, и он сказал, что он не готов. В чем же причина? And Sri Aurobindo remarked, he had nothing in him except the pride that he had gone all around to all the holy places. И Шри Ауробиндо сказал, что в нем не было ничего, кроме гордости, гордыни, что он посетил вот так много святых мест. And the mother speaks about some such sannyasis who can be very dangerous and cast a dangerous influence on people. И мать тоже говорила не раз о подобных саньясинах, которые вроде бы саньясины, монахи, но могут производить очень опасные влияния на других людей. Of course, there are some genuine ones also. Ну, конечно, есть и подлинные саньясины. But many pose. Но многие делают это именно, чтобы подать себя таким образом. Вот, and have some kind of an occult vital power. А также обладают некоторыми оккультными витальными силами. Which traps and captures. Которая может захватывать человека и привлекать к себе. Human beings in their net. Захватывать человеческие существа в свою сеть. And Sri Aurobindo and the mother would obviously see through it. И, конечно, Шри Ауробиндо и мать видели эти вещи и следили за этим. And the facades would fall off. И все эти фасады при приближении к ним спадали, все эти внешние личины. And the same thing applies to the yoga of the world. И то же самое относится и к йоге всего мира. When Kishore Gandhi asked Sri Aurobindo about the conditions of the world, когда Кишор Ганди спросил Шри Ауробиндо о состоянии мира, he said, I am afraid I cannot hold anything but cold comfort. Шри Ауробиндо сказал: боюсь, я не могу предложить ничего, кроме холодного успокоения. Things are bad, they may grow worse, or worse than worst, if that is possible. Ситуация плохая, может стать еще хуже, или даже хуже худшего, если таковое возможно. And then he gives the inner reason for it. И затем он дал внутреннюю причину этого. He says that just as in the individual yoga, точно так же, как он сказал, что точно так же, как в индивидуальной йоге, in the yoga of mankind also, в йоге человечества также, there are things that are buried deep in the subconscious. Есть такие вещи, которые зарыты глубоко в подсознании. Which come up as an action of the divine. И сейчас при воздействии божественного на человечество, на землю, вот это трансформирующее воздействие, эти вещи поднимаются, выходят на поверхность. And they have to be thrown out, and the human consciousness cleared of that. И эти вещи должны быть выметены, человечество должно быть очищено от них. Before it is ready to receive the new light. Прежде чем оно будет готово воспринять новый свет. So this is why Arjuna had the catharsis of all that was hidden inside him. Вот по этой причине Арджуна испытал этот катарсис, очищение всего того неистинного, что еще должно было быть очищено в нем. And all who are marked out for a certain kind of work, и все, кто отмечены для определенной работы, they have to go through this test of fire. Им всем приходится проходить через вот такое испытание огнем. When someone asked the mother, I want to be like Champaklal. Кто-то однажды сказал матери, что я хочу быть как Чампаклал, ученик, который был очень близок. We know that day and night how he served mother and Sri Aurobindo. Мы знаем, как он потрясающе служил со всей самоотдачей Шри Ауробиндо и матери день и ночь. Forgetting food, forgetting sleep. Забывая о еде, о сне.
And the mother told the person, "Oh, you want to be like him? И мать сказала: «О, ты хочешь быть таким же, как он? Ask him how difficult it is." Проси его, насколько трудно это». Because when the divine takes up, someone is marked out for some work, Потому что когда Божественное принимает кого-то для своей работы, и он отмечен Божественным для исполнения этой работы, then things become very serious. тогда дело принимает очень серьезный оборот. Look at the Pandavas, how they were treated by the world. Посмотрите на пандавов, как к ним относился мир. Born incognito, Родились инкогнито, faced lot of deception from their own family members, испытали огромное количество обмана со стороны членов своей семьи. and exiled for 13 years into the forest. И еще на 13 лет были изгнаны в лес. Thus alone Arjuna could become the center of God's powerful work. И только благодаря всему этому Арджуна смог стать центром божественной работы. So this is a lesson for all of us. Что это урок для всех нас. So any other question? Есть еще вопросы? Mother has at one point has said, those whom the divine regards as his friends, he treats them severely. Мать однажды сказала, что тех, кого Божественное рассматривает как своих друзей, он обращается с ними сурово. But he also holds them very dearly and closely. Но он также относится к ним как очень дорогим для себя и очень приближает их к себе. Saint Kabir, the mystic poet, Святой Кабир, мистический поэт, expresses this beautifully in a couplet. Выражает это прекрасно в четверостишие. He says that the guru is like a potter and the disciple is like the clay. Он говорит, что гуру подобен Potter. горшечнику, гончару, да, ученик – это глина. So we know how the potter prepares a pot. Вы знаете, как гончар делает кувшин? He puts a hand inside to support and he hits from outside to shape it. Знаете, он засовывает одну руку внутрь, чтобы поддерживать, а другой рукой ударяет снаружи, чтобы придавать форму. And even then it's not over. After he had done it, he throws it into the fire. И даже на этом дело не заканчивается. Когда он форму придаст, он еще и ставит этот кувшин в огонь. That's why there is no shortcut to sadhana. Вот There is no shortcut to life also. Нету какого-то пути напрямую к садхане, так же как невозможно срезать путь к садхане, невозможно срезать путь к жизни также. Shortcuts are only an illusion like virtual reality. Эти короткие пути – это иллюзия, как виртуальная реальность. There is a joke also about it. Let me finish with that. Есть еще шутка на эту тему. Позвольте закончить ею. Someone was flowing in the stream, almost half drowned. Кто-то плыл в потоке, уносимый потоком, уже буквально утопая. And he prayed to God, God, help me, why have you done this to me? И он молился Богу: «О, Господь, помоги мне, почему ты сделал это со мной?» And he heard a voice, endure with trust. И он слышал голос: «Терпи и доверяй». I treat my friends with this severity so that they can be ready. Я отношусь к своим друзьям вот с такой суровостью, чтобы они были готовы. And the helpless, подготовить их.
And the helpless man replied, "That's why you have so few friends." И этот человек беспомощный воскликнул: вот почему у тебя так мало друзей. But there is a subtle truth in it. Но некая тонкая истина в этом есть. To be friends with God means to be ready to go through this test of fire. Быть друзьями с Богом означает быть готовым пройти через вот это испытание огнем. So Tagore says in one of his poems Рабиндранат Тагор в одном из своих стихотворений говорит, that he whom you want to bear the burden of universal love, тот, для кого ты хочешь, чтобы он нес это бремя вселенской любви, you suddenly tear away in one go all the veils in which he hides. Ты внезапно срываешь с него все покровы, за которыми он прятался. His prestige, his wealth, everything is snatched away from him. Его престиж, его богатство, все забираешь у него. His honor is taken away. Его гордость, то, чем он гордится, тоже. Even the roof above his head is taken away. И даже крыша над головой забирается у него. And he is put in the center of the road with only the sky above and earth below. И он оказывается посреди дороги, лишь небо над его головой и земля под его ногами. And when he is thus ready and prepared, и когда вот так он подготовлен и готов, then the divine gives him the burden of his universal love. Тогда Божественное дает ему нести это бремя. And he experiences the divine everywhere. И он начинает воспринимать Божественное повсюду. Look at Mother and Auробindo's their own life. Посмотрите на мать Шри Ауробиндо, на их собственную жизнь. And all who have walked in front of us. И также на всех, кто шел впереди нас. But of course, Mother knows this, and she deals with us in a much, much better way. Ну, конечно, мать знает все это, и она поступает с нами намного Even though this law более applies, прекрасными путями. even though this law applies, Хотя этот закон по-прежнему сохраняется, because it is the law of all evolution. поскольку это закон всей эволюции. No evolution without struggle and conflict and battle and war within and without. Невозможна никакая эволюция, подлинное продвижение без борьбы, конфликта, войны, битвы и снаружи, и внутри. Yet to those who turn to her, И все же те, кто обратился к ней, she pours her heart of infinite love она изливает на них свое сердце бесконечной любви and sweetness. и сладости. And even though they go through that difficulty and the danger, И даже если они проходят через эти трудности, эту опасность, they don't quite realize it. они в действительности в полной мере не понимают этого, не осознают этого. Because they feel surrounded and protected and carried. Потому что они ощущают, что они защищены, они окружены Божественным, которое несет их, By her love. что их несет ее любовь. Only instead of concentrating on the circumstances, they should just focus on the hands that are carrying them. И нужно только не концентрироваться на обстоятельствах, а концентрироваться только на руках, которые несут человека при этом. Yes, please. Возможно, Момент, одну минутку, он поменяет сейчас. Yes. Yes, please. возможно, мой вопрос может показаться наивным и вычурным, но тем не менее я хотела бы его задать лично вам, чтобы проникнуться той вибрационностью ответа и тем вкусом, который вы раскроете, ответив на него. Maybe my question can seem
naive. No. There are no naive questions. Нет There are наивных only naive вопросов. answers. Есть только наивные ответы. Questions are never naive. Вопросы не бывают наивными. Тогда я успокоюсь. But she wants, Please ask from your heart. пожалуйста, спрашивайте из своего сердца. She says, I want to feel vibrationally what you answer and also taste your answer. Ask her and she will give you a taste of that. Спроси ее, и она тебе даст вкус этого. Yes. Вот как раз-таки вопрос тоже с этим связан. And the question just is connected with that. Имея возможность общаться с различными практикующими интегральную йогу, каковых не так уж много в этом мире, к сожалению. I have a opportunity to be in contact and to communicate with different people who practice the integral yoga, though unfortunately there are not so many in this world. Fortunately, otherwise it will become a mass movement like a cult or a religion. Не к сожалению, а наоборот к радости их не так много, иначе это стало бы массовым движением или культом или религией. Yes. Или к радости. Сталкиваюсь с таким мнением, что существуют очень разные отношения к тому, нужен ли и может быть ли живой гуру в интегральной йоге. There is a very different opinions regarding or attitude to if there can be a living guru in the integral yoga. Ведь с одной стороны, если сам Господь является твоим гуру, то From кто еще нужен? From one side, if the Lord Himself is your guru, who else do you need? Но с другой стороны, But from the other side, нужно быть очень очищенным существом и, возможно, очень подготовленным, чтобы без проводника непосредственно воспринимать эти чистые ответы. but on the other hand, one has to be a very purified being, so that he could directly get these answers from the Lord. И очень легко перепутать Without any mediator, any их с channel. какими-то влияниями и ответами из эго. And it's very easy, one can confuse those answers with influences from the ego. И в таком случае, в каком-то смысле, иметь живого наставника в теле, это может быть проще. In this sense, to have a living mentor, но наставник и гуру — это две разные вещи. Is maybe easier, but I told you that a mentor and a guru is a very different thing. Okay. So, Вот хотелось бы услышать мнение на этот счет и I would like to hear your opinion yes. and to feel it. Yes. So, it is an interesting subject. Lot of people raise these questions. Это интересный предмет, многие люди задают этот вопрос. It is not a naive question, but a very practical question. Это совсем не наивный вопрос, а очень практический вопрос. To start with, this whole idea of a living guru Прежде всего, вся эта идея живого гуру implies that the guru is no more there after he abandons the body. Подразумевает, что гуру больше не существует здесь после того, как он оставил свое тело. It is a paradox because Это парадокс. a guru who cannot remain conscious beyond the body, even in the domain of death, Потому что на самом деле гуру, который не может оставаться сознательным даже за пределами этого тела, даже в том, что мы считаем and in the subtle worlds, областью смерти, или точнее в тонких мирах, is by definition not a guru. он по определению не является гуру. A true guru has identified himself with the divine. Подлинный гуру
это тот, кто отождествил уже себя с Божественным, достиг тождества с Божественным. And therefore, neither his influence nor his action is limited or confined to his bodily presence. И поэтому ни его воздействие, neither his action. Guru can continue to act and does continue to act and influence and help. Гуру продолжает воздействовать, оказывать помощь, и его способность это делать никак не ограничена его телесным присутствием. Even after what we call as death in our ignorance. После того, что мы в своем неведении называем, так сказать, смертью. But it is true that it is more difficult for the human consciousness. Но это правда, что для человеческого сознания труднее. Which is so much bound to material reality. Для человеческого сознания, которое настолько связано материальной реальностью. To receive that influence. Труднее воспринимать это влияние. But if we go to the heart of the matter, но если мы пойдем в суть вопроса, this problem is there even when the guru is living. Но эта же проблема существует на самом деле и когда гуру является живым, так сказать, то есть в физическом теле присутствует. There are people who went to Auробиндо, wrote questions, and Auробиндо directly gave the answer. Были, например, люди, которые писали Шри Ауробиндо, и он давал им прямые, четкие ответы. And they would not believe it. They would write again. И все равно люди не верили этим ответам, они писали ему снова и снова. And again, letters are filled with that. Письма о йоге, которые писали ученики, там они просто полны таких вещей. And that is why if you read through all the writings and letters of Aurobindo and the mother, и поэтому, если вы прочитаете все, что писали Шри Ауробиндо и мать, they repeatedly insisted that you have to feel the Guru inside. You have to find the divine who is himself the Guru in this yoga. These are Sri Aurobindo's words. The divine is the Guru in this yoga. Шри Ауробиндо прямо сказал, что в этой йоге гуру является божественное. И Шри Ауробиндо и мать очень много раз повторяли, что вам необходимо найти гуру внутри себя. Even the mother went on to say, you will gain nothing by my being physically near me, unless you open yourself inside to my presence within you. Мать даже сказала, что вы не получите абсолютно ничего от моего физического присутствия, даже если вы совершенно близко ко мне физически, близки физически ко мне, то если вы не открыли внутренне себя моему воздействию. So then the question arises, how do we know we are in contact with the mother and not some voice of the ego, as you rightly say? Возникает вопрос, как же мы узнаем, что мы находимся действительно в контакте с матерью, а не с каким-то голосом эго, как вы верно заметили. Who will answer the questions that we have in our mind and how will we receive the answers? И кто ответит на вопросы, которые у нас в уме существуют, и как мы получим ответы на них? That is how the mind approaches the problem of yoga. Вот так ум подходит к проблеме йоги. Because the mind believes, I will ask a question, the Guru will give an answer, and I have to follow the answer. Потому что ум думает очень прямолинейно. Я задам вопрос, гуру мне ответит, и я буду этому следовать. This is indeed a very complicated path. Но это действительно очень трудный, сложный путь. Because when the answer comes, unless, as she has rightly put, one is very, very pure inside or developed inside, it is very difficult to know. Потому что если ответ приходит, если, как вы правильно заметили, если существо не является очень чистым внутри, то трудно понять, верный ли это ответ. That is why the mother and Sri Aurobindo insisted so much on the another way. И поэтому Шри Ауробиндо и мать так много настаивали, делали такой упор на другом способе. The psychic way, the sunlit way of the soul. На пути души, психическом пути, солнечном пути, как называли его, солнечной тропе, как называли его Шри Ауробиндо. So the psychic way is not about getting a mental answer. И психический путь не состоит в том, чтобы
получать какой-то прямой ответ. but giving up our very yoga in the hands of the divine. Но в том, чтобы предоставить, верить саму нашу йогу в руки Божественного. See the difference? I ask, the Guru shows me a way and I do the way. Посмотрите разницу. Я спрашиваю, гуру показывает мне путь, и я следую пути. But the psychic says, here is my problem of my nature. Но психическая наша душа говорит, вот эта проблема у меня существует, это проблема моей природы. I'm trying, I'm struggling. Я стараюсь, я борюсь. Help me, mother. Помоги мне, о мать. And she doesn't give us a lecture or write a letter. И она дает нам лекцию, нужную нам, или посылает нам письмо, которое нам She ответит. just does it for us. Она просто делает это для нас. So what we need in that case is not purity, which is very difficult. И в этом случае нам нужна уже не вот эта великая чистота, которую достичь очень трудно, But sincerity and faith and No. surrender. искренность и вера, и самоотдача, то есть искреннее вверение себя в руки матери. Faith that she will do it for us. Вера, что она действительно сделает это для нас, она найдет свой путь. Sincerity to look into oneself Искренность, чтобы правдиво смотреть в себя just as we are. и видеть себя такими, какие мы есть. And the act of surrender where we offer all this to her. И действие самоотдачи, вверения себя матери, когда мы действительно вверяем, преподносим все это ей. Since all this is essentially an inner psychological movement Поскольку по сути своей все это внутреннее психологическое движение, and not a physical act, а не какой-то физический акт. it doesn't require the physical nearness but a living presence. Поэтому оно не требует какого-то физического присутствия матери здесь, а оно нужно живое ее присутствие, живое духовное присутствие. So how do we hold this living presence? Как же нам удержать, вместить это ее живое присутствие? Simply by treating them as living beings. Просто относясь к Шри Ауробиндо и матери как к живым существам, какими они являются в действительности. I'll tell you two stories. Расскажу вам еще две истории. One is that a man was praying to Rama. История первая. Один человек молился Раме, божественному воплощению. And he prayed for years and years, but nothing happened. Он молился годы и годы, но ничего не происходило. Someone told him, И кто-то ему сказал, you see, Rama is difficult to please. ты знаешь, Раме трудно угодить. You get Shiva, he is easy to please and it will be much better. Ты лучше обратись к Шиве, и ему угодить гораздо проще, и это будет гораздо лучше для тебя. So he brought Shiva and placed him there. Он принес тогда изваяние Шивы, тоже поместил там. And when he lit the agarbatti, the incense stick, И когда он начал зажигать благовоние перед ней, he noticed that the incense perfume is going towards Rama. он вдруг заметил, что дымок от благовония воскуряемого направляется к статуе Рамы. So he put his idol aside and put some cotton into the nose. The 10 years I have prayed for you and this is for Shiva, not for you. И он задвинул эту статую Рамы в угол и сказал, я тебе 10 лет молился, ты ничего не делаешь. Заткнул ему нос ватой. Это благовоние для Шивы, а не для тебя. And suddenly Rama appeared before him. Неожиданно Рама вдруг появился перед ним. And when he said, how come? Кто-то сказал, как же так? He said, for the first time you have treated me as someone living. Он сказал, первый раз ты отнесся ко мне как к кому-то действительно живому. We may think it just a story. We may Мы think it думаем, just что a это story, просто история. but it is a fact. Но это действительный факт. Aurobindo speaks of it in one of his beautiful little stories called Dream. It's another Bengali story. И Шри Ауробиндо рассказывает о подобной вещи
в одном своем совсем маленьком произведении, которое называется «Сон». Он тоже входит в состав сочинений на бенгале «Духовное возрождение» на русском языке. So in Sri Aurobindo's story, there is this poor man who is, every day praying to Krishna, but remains as poor as he always was. Это история о бедном человеке, который каждый день молится Кришне, но остается таким же бедным, как и был. And right in front of him there is a rich man's house. И прямо перед ним находится дом богатого человека. A real wicked person. Который действительно по своей природе очень скверен. Who was prospering day and night. Который процветает день и ночь. So one day this man gets very annoyed. И однажды этот бедный человек уже совсем это его достало, так сказать. And he tells Krishna. И он говорит Кришне. If ever you come in front of me, I'll tie your hands and give you a nice beating. Если ты только явишься передо мной, я свяжу тебе руки и задам тебе хорошую трепку. Why you have created this disparity? Look at my life and look at this fellow's life. Почему такая несправедливость? Почему ты ее создал? Посмотри на мою жизнь и на жизнь этого парня. And then in Sri Aurobindo's story, suddenly Krishna appears as a baby. И в истории Шри Ауробиндо в этот момент Кришна внезапно появляется как маленький мальчик. And he says, here are my hands, tie them. И говорит, вот мои руки, связывай их. So he feels little nervous. He says, no, I know you are God, etc., etc. И он начинает, этот человек, нервничать, говорит, нет, как же, я знаю, ты Бог, я не буду этого делать. So Krishna says, oh, cut all this nonsense. Да, Кришна говорит, да, забудь ты всю эту чушь. I am very happy that you want to play with me. Я очень рад, что ты хочешь поиграть со мной. Everybody treats me seriously, puts me on an altar. Каждый человек, практически все относятся ко мне очень серьезно, помещают меня на алтарь. Nobody treats me like a friend. Никто не относится ко мне как к другу. I like it. Мне это нравится. Tell me what's your problem. Скажи мне, в чем твоя проблема. So he says, he tells him his problem. И он ему And это все Krishna says, рассказывает. Кришна ему говорит. okay, you come with me, I'll tell you a deeper secret. Он говорит, пойдем со мной, хорошо, я тебе покажу более глубокий и сокровенный секрет. Shall I leave the story as here and suspense and continue with the subject? Ну что, на этом остановиться, чтобы подогреть ваше любопытство и продолжить рассказывать о нашем предмете. I'll come back to the story. Я вернусь к этой истории. But the point is, Mother and Sri Aurobindo are living presence in the ashram. Но главная суть в том, что мать и Шри Ауробиндо – это живое присутствие. You will see there are no rules. Но вы увидите, что в ашраме, допустим, в ашраме Шри Ауробиндо нету никаких правил. Every ashram there are some rules. You wear a dress like this, you follow this way, you eat this way, you do this mantra in the morning, you do some puja in the evening, you do meditation at a certain time. Nobody is compelled for any rule. В других ашрамах всегда есть какие-то правила, что вы начинаете утро с такой-то молитвы, повторяете такую-то мантру, тогда-то у вас медитация, вы должны носить такие-то одежды, есть то-то и таким-то образом, совершать пуджу там в такое-то время, медитацию в такое-то время. В ашраме Шри Ауробиндо нет никаких подобных правил. Никто не навязывает ничего. In all yogas you will see certain do's and don'ts. Во всех йогах вы увидите, что существует определенный набор правил, что это можно, это нельзя. But here Sri Aurobindo gave us one rule. Но здесь Шри Ауробиндо дал нам только одно правило. And Nalnida called it the golden rule. И на линии близкий ученик Шри Ауробиндо и матери назвал его золотым правилом. And he said, always behave as if the mother were looking at you. Он сказал, всегда ведите себя так, как будто мать смотрит на вас. Because she is indeed always present. Потому что она и вправду всегда присутствует с вами. Do nothing. Try to feel and think nothing. That would be unworthy of the divine presence. И не совершайте ничего,
не допускайте таких мыслей и чувств, которые были бы недостойны этого божественного присутствия. So when you walk, think that mother is walking with you. Так что, когда вы ходите, думайте, что мать ходит с вами. When you eat with this idea that the divine presence is surrounding you. Когда вы принимаете пищу, делайте это с таким представлением, что божественное присутствие окружает, окутывает вас. When you sleep, think that she is just around you, lulling you to sleep. Когда вы засыпаете, то делайте это с таким чувством, что она убаюкивает вас. When you meet with difficulties and distress, call her. Когда вы встречаетесь с трудностью, со стрессовой ситуацией, то призывайте ее. As you would call a most intimate friend. Как вы призываете самого близкого друга. And no physical guru can do this. И никакой физический гуру не может этого Even сделать. when he is physically present, he cannot do it physically. He can do it only as an act of consciousness. Даже если он физически присутствует, он не может этого всего делать физически, а это возможно сделать только как акт сознания. In fact, the mother says something very interesting about Auробиндо. На самом деле мать говорит что-то очень интересное о Шри Ауробиндо. In 1969, when a disciple asked her, В 1969 году, когда один ученик задал ей вопрос: "Can you tell us something about Auробindo's action now?" можешь ли ты нам что-то рассказать о действии Шри Ауробиндо, происходящем сейчас? А Шри Ауробиндо оставил тело в 50-м году, как мы помним. She says, it has become far more powerful and universal. Мать сказала: сейчас его деятельность в мире стала гораздо более мощной и всеобъемлющей, охватывающей весь мир. And then she says about the samadhi. И потом она говорит о самадхи, то есть месте, где погребено тело Шри Ауробиндо, теперь и тело матери. She says, he is always present. Она говорит: вы знаете, он постоянно присутствует. People used to complain that he doesn't reply to our letters immediately. Люди обычно жаловались, что Шри Ауробиндо не отвечает на их письма сразу же. And then she says, which was not a fact. И дальше она говорит, что действительно было фактом. Because he had so many works to do. Потому что у него так много всяких видов деятельности, столько всего ему приходилось делать. Then she says, but now he is available to all. Но теперь он доступен всегда и для всех. You just have to tell your problem to him. Вам нужно просто сообщить ему свою проблему. What I am trying to say is that when the guru withdraws from the physical body, his action becomes even more powerful and he becomes even more easily accessible. То, что я пытаюсь сказать, это то, что когда гуру удаляется из физического тела, его действие, его деятельность становится даже более мощной, и он становится даже более доступным для своих учеников. Even earlier, when people wrote to Aurobindo, many times, most of the time, even they have posted the letter and they would find their difficulties dissolved. Даже еще до того, когда люди писали письма Шри Ауробиндо о каких-то своих сложностях, проблемах, то очень часто они испытывали такую вещь, что стоило им написать письмо или там положить в почтовый ящик, как вдруг эта трудность удивительным образом исчезала. But for others who wanted mental answers, Aurobindo gave abundant mental answers. Но тем, кто обязательно хотел ментальных ответов, Шри Ауробиндо в изобилии давал ментальные ответы. So even from that point of view, we have all the possible problems you can imagine, and we have all the possible answers from every angle. И даже с этой точки зрения, то есть Шри Ауробиндо дал настолько огромное знание, ответы в своих письмах, то есть он охватил все возможные трудности, то есть даже с ментальной точки зрения в его письмах ученикам можно найти все ответы. One is to just dip into their literature. Нужно только погрузиться в литературу Шри Ауробиндо матери, то есть они охватили все трудности, с которыми может встретиться человек. After all, what are the questions we ask to a guru? В конце концов, какие вопросы мы задаем гуру? Let me know how to feel your presence, your peace,
divine will, human will, Дай мне знание, как мне почувствовать Твое присутствие, Твой покой, божественную волю отличить от человеческой воли. experiences of yoga, steps and stages on the way, how to meditate. Даруй мне переживания, которые нужны в йоге, как продвигаться по пути, как мне медитировать. What is karma yoga? What is faith, Что такое bhakti? карма-йога, что такое вера, что такое бхакти. Difficulties of nature and difficulties of life. Расскажи о трудностях природы, о трудностях жизни, как с ними справляться. Material difficulties, difficulties of relationships. О материальных трудностях, трудностях в отношениях. Life, death, birth, rebirth. О жизни, смерти, рождении, перерождении. Marriage, children, education. О замужестве, о детях, о воспитании, образовании. Sleep, dreams. О сне, сновидениях. You ask any question, including the one about Guru. And Sri Aurobindo and the mother have answered it abundantly. Вы можете спросить любой вопрос, включая вопрос о гуру. И Шри Ауробиндо и мать в изобилии ответили на все эти вопросы. So even for the intellectual mind, there are the answers. And they not only give answer to the intellectual mind, but also work deep inside. Даже с точки зрения интеллектуального ума они дали ответы для интеллектуального ума на все его возможные вопросы, но они дают ответы не просто для ума, но они их дают таким образом, что их ответы работают и внутри нас. Then one also needs sometimes the physical touch. Но иногда нам нужно и физическое прикосновение. Matter wants the physical contact with the divine. Материя хочет физического контакта с Божественным. It is a great help. Это огромная помощь для нас. Even for that they have foreseen. И даже это они предвидели. So you will see number of things, objects touched and used by Sri Aurobindo, their relics, their signature, И things they have touched. Существует так много вещей, которые Шри Ауробиндо и мать оставили нам, с которыми они соприкасались. Это и книги, которые ими подписаны, и какие-то вещи, и реликвии, с которым имеется доступ. And of course in Poндичерри, where even the dust has been graced by their feet. И в Пондичерри, конечно, сама земля, сама эта пыль, по которой ходишь, она была благословлена стопами. So through all these means we can also receive the physical touch. Со всеми этими средствами мы можем получить даже физическое прикосновение. Or their photographs, about which Sri Aurobindo has said, something of the mother is always present in her photographs. Или даже фотографии, потому что Шри Ауробиндо сказал, что что-то из существа матери присутствует всегда, даже в ее фотографиях. When a devotee asked, I sit and meditate before your darshan photographs. Однажды преданный спросил, я сижу и медитирую перед твоими фотографиями, сделанными на даршан. Not darshan, but before your photographs. Darshan was not right. Before your photographs. Да, не на даршан, а просто перед твоими фотографиями я сижу и медитирую. And I seem to find a response. И мне кажется, что я получаю отклик. Am I doing the right thing? Правильно ли я поступаю? And Sri Aurobindo says, yes. И Шри Ауробиндо отвечает, да. It is perfectly right to sit before the photographs and meditate. Это совершенно правильно садиться перед фотографиями и медитировать. And if you are open, you will find the answer. Потому что если вы открыты, то вы получите ответ. So this answer is not a mental answer. Потому что этот ответ – это не ментальный ответ. But it is an answer to our need. Но это ответ нашей потребности. They don't need our words, but aspiration. Им не нужны наши слова, им нужно наше стремление. You know, when a child cries, Знаете, когда ребенок плачет, fathers are very confused why the child is crying. Отцы обычно очень испытывают неприятные чувства, когда But ребенок mothers know плачет. it perfectly well. Но матери знают это в совершенстве. Now it is for milk, now it is to change the clothes, now it is heat,
Now it is cold, correct? Имеется в виду, что отец не знает, почему плачет ребенок, а мать всегда в точности знает, что сейчас ему нужно молоко, сейчас ему нужно... So even it doesn't matter. То. It doesn't matter what words we use, whether Russian, Italian, French, То есть English. Младенец вообще не использует слов, и то мать знает, а тут божественная мать, ей не важно, на каком языке мы говорим, вообще используем ли мы слова. But this cry, this aspiration within. Но этот крик, это стремление внутри, вот что ей нужно. And she answers that and the soul understands it. И она отвечает этому, и душа понимает это. The mind will raise question. Ум будет задавать вопросы. But if you wait and continue this way, you will find that everything gets cleared. Но если вы просто подождете и продолжите следовать тому, чему вы следовали, то вы получите ответ. And then we have such wonderful physical aids like the mother's words, И у нас есть music, настолько прекрасное физическое средство поддержки, как слова самой матери, записанные аудиозаписи, музыка, которую она играла. and the greatest gift of all, Savitri. И величайший дар из всех – это Савитри. The mother says that if you just read Savitri, Мать говорит, что если вы просто читаете Савитри, Savitri alone can lead you to the highest stages of transformation. одна Савитри только может привести вас, и Савитри одной достаточно, чтобы она привела вас к высочайшим стадиям трансформации. And she adds, without the help of a living guru. И она добавляет без какой-либо помощи физического живого гуру. Savitri alone is sufficient. Одной Савитри достаточно для этого. It is a very old tradition in India that the ancient seers had schools of initiation. Это очень древняя традиция в Индии, что древние провидцы имели свои школы посвященных, Where they would have some disciples whom they would give direct instructions. Там они имели своих учеников, и этим ученикам они передавали непосредственные наставления. But they also embodied their consciousness in a body of words. Но они всегда также воплощали свое сознание и в определенном словесном выражении, To help those who will come much after. в словесном теле, в теле слова, чтобы это слово их в этом теле помогало и тем, кто впоследствии гораздо после Mantra, that's после right. них помогало тем, кто будет искать этого знания. So there are people who even today reading the Isha Upanishad, like the example of Aurobindo, or the Gita, can realize the truths of the yoga that is given there. Даже сегодня есть люди, которые, читая, допустим, Иша Упанишаду или Бхагавад-гиту, получают восприятие, даже реализацию того знания, которое выражено в этих древних священных писаниях. At a more occult level, На более оккультном уровне those who are real masters те, кто являются реальными мастерами, учителями, can do one of the three things. могут сделать одну из трех вещей. Either after their passing away, they fuse and pass on their lineage to others. Либо, уходя из тела, они растворяются вот в высшем и передают свой путь, продолжение этого пути кому-то другому. Like certain traditions of or sects of yoga. Как, например, определенные традиции или школы йоги, в которых осуществляется вот эта передача от учителя ученику. There they insist on a living master because the previous master wants to dissolve and leaves his consciousness into another. Там они настаивают на присутствии живого учителя, потому что в их традиции учитель, уходя из тела, свое сознание растворяет в абсолюте, но часть своего сознания передает своему последователю. So they appoint a successor. They appoint a successor. То есть они назначают своего преемника. But the very fact that the mother and Sri Aurobindo did not appoint a successor, Но сам тот факт, что Шри Ауробиндо и мать никого не назначили своими преемниками, even they cautioned disciples who would start looking here and there for guidance.
Даже в ответ на вопросы учеников, которые начали искать туда, смотреть в ту сторону, в эту, ища водительство. Because in their very yoga there is nothing like dissolution into the Supreme. Потому что в самой йоге Шри Ауробиндо и Матери нет ничего такого, как растворение высочайшим. That is why the mother even said soon after the 5th of December 1950. Вот почему мать сказала вскоре после 5 декабря 1950 года, когда Шри Ауробиндо вроде бы ушел из физического тела, that he has assured us that he will not leave the earth. Она сказала, что Шри Ауробиндо заверил нас, что он не покинет землю, Until the work of transformation is over. пока работа трансформации не будет завершена. Having said that, сказав это, surely if somebody needs a living guru, даже после того, как я сказал это, если все-таки кому-то нужен живой гуру, and there's a strong urge to go through a living guru, и если у кого-то есть сильное побуждение пройти этот опыт, получить опыт живого гуру, surely the mother and Sri Aurobindo will then act from behind through a human personality. Тогда Шри Ауробиндо и мать организуют такую возможность и будут каким-то образом действовать через некую человеческую личность. But even in the best of cases, it is a tricky affair. Но даже в самых лучших случаях это очень сомнительное действие. There is the famous story of, not story, these are real facts. Есть вот такая история, точнее, это реальный факт. There was someone in the ashram whose name, for the sake of dignity, I will only use the word Sri C. Шри Си? I won't take the full name. Есть ваше... You can find it in the agenda. He was there or he? He, okay. He was or she? She, she. C. His name starts with C. She или he? C. C as in C, cat. C of cat. Я понял, but... It's interesting for him, if it's she or he. Is it she or he? C. It doesn't matter. It doesn't matter. Просто си. Ни он, ни она. So he had lived in the ashram for 20 years. Все-таки он жил в ашраме 20 лет. And then he went out and became a great guru in America. И он затем уехал и стал великим гуру в Америке. You know, it is easy to become a guru in America. Знаете, в Америке легко стать гуру. No discrimination at all. Нет никакого развлечения вообще. So, even United Nations people, Youth Hunt, he acknowledged him. Youth Hunt, the United Nations Secretary General. Даже сам генеральный секретарь Объединенных Наций, ООН, и еще какие-то люди из ООН, они... Great celebrities, political and as well as Hollywood. И великие знаменитости, политики, и даже звезды Голливуда, все его почитали как гуру. And if I am not mistaken, one of the Russian presidents also. И даже если You check it out in the я agenda. не ошибаюсь, кто-то из русских президентов, можно почитать, поискать, Regarded him as a guru. почитали, относились его, считали его гуру. When mother was told about it, Когда матери сказали об этом, she laughed and felt very amused. она долго смеялась, и это ее очень позабавило. She came to know when two Americans came all the way. И она узнала, когда двое американцев приехали в Ашрам. And they told her, И они сказали ей: we told him, we don't need you as an intermediary between us and the mother. Мы сказали ему: мы не нуждаемся в тебе, как в посреднике между нами и матерью. Mother said, thank God you have the discrimination. Many don't have that. Мать сказала: слава Богу, у вас есть развлечение, у многих его нет. We need nobody really between us and the mother. Who can replace mother? В действительности нам не нужен никто между нами и матерью. Ну подумайте, кто может заменить мать? She never liked to be even called guru. Она даже никогда не любила и не хотела, чтобы ее называли гуру. In fact, Sri Aurobindo writes in one of the letters, we don't use this word guru in supramental yoga. Шри Ауробиндо даже в одном из своих писем написал: мы вообще не используем это слово гуру в супраментальной йоге. But those who still want to use the word can use it.
Но те, кто все еще хотят использовать это слово, могут его использовать. who still need this kind of relation, because Guru is still a distance. Потому что если кто-то хочет пройти этот опыт, испытать такой тип отношений, потому что гуру это всегда все равно некая дистанция. Guru is only one of the many relations we can have with the divine. Гуру это только одно из множества отношений, которые мы можем That is why иметь с Божественным. Mother and Auробиндо, who went beyond traditions, Вот почему мать и Шри Ауробиндо, которые вышли за пределы традиций, they did not perpetuate the Guru cult. они не стали продолжать этот культ гуру. People could even treat Aurobindo as a friend. Люди могли даже относиться к Шри Ауробиндо как к другу. If you see the letters, Если вы почитаете его письма, переписку с учениками, imagine Nirodha writing to him, например, вообразите, его ученик, известный Нирод Баран, писал ему: "Oh, blessed, blessed boil within my nostril." «О, опять этот благословенный нарыв в моем носу». And Aurobindo replies in a similar poetic vein. То есть они в такой поэзии своеобразно переписывались. И Ауробиндо тоже отвечает похожим And he поэтическим. says, "Lord, give me a solution for the boil in my nostril." И он пишет: «О, Господь, пошли же мне решение для этого жгучего нарыва в моем носу». He says, you have to utter a mantra. Om Tat Atat. There is no mantra like that. Please don't take it seriously. И он ему говорит, что ты должен повторять мантру «Ом тук-тук-тук». So he asked Aurobindo after 24 hours, "Sir, what happened to this mantra?" He says, "Oh, I forgot to tell you. You have to do it with 4 Brahmins." Он говорит: я повторял эту мантру 24 часа, и что же теперь делать? And then with this sense Ауробиндо of отвечает: теперь я забыл тебе сказать, что нужно ее повторять в присутствии 4 браминов. and then with this sense of profound and subtle humor he adds, И со своим чувством очень глубокого и прекрасного юмора not ordinary Brahmins, говорит: необычных браминов, Brahmins who don't have a pot belly, у которых нету больших животов, and who are free of all sex thoughts. и у Aurobindo's letter. которые свободны от каких-либо сексуальных мыслей. And Nirodha writes, "Sir, where to find such Brahmins?" Нирода отвечает: сэр, ну где же найти таких браминов? Can we imagine somebody talking to Guru like this? Можем мы вообразить, что кто-то так общался со своим гуру. And we have such a wonderful relation with the mother. У нас может быть мы see- можем иметь такие прекрасные отношения с матерью. Gurus can change. Like, we grow through many teachers, right? Смотрите, гуру могут меняться, как мы растем через множество учителей. But whether we like it or not, we have only one mother. Но нравится нам это или нет, у нас может быть только одна мать. Mother is always irreplaceable. Мать никогда невозможно заменить. So, this idea of Guru, still, as I said, some people, for various reasons, need to go through it. Fine. They will, if they are sincere, they will grow through it and they will reach a point where they will know that I can connect directly with the mother. Так что если какому-то человеку по-прежнему нужен, он хочет получить этот опыт, испытать эти отношения гуру-ученика, то хорошо, если он искренен, то Божественное приведет его даже через гуру к такой точке, когда он поймет, что ему больше не нужен гуру, и он может уже напрямую общаться с матерью, установить отношения с матерью. But as far as integral yoga is concerned, it is not needed. Но что касается непосредственно интегральной йоги, то в интегральной йоге гуру не нужен. Once in one of the meetings when someone asked me, На одной из встреч, когда кто-то спросил меня, that Aurobindo is no more there, теперь, когда Шри Ауробиндо нет с нами, so who is there to guide? кто же нас будет направлять? So I asked the person a question. И я в ответ спросил уже теперь этого человека сам. It was a group of about 50 persons. Там было примерно 50 человек в этой группе. I asked them, those who believe that Krishna and Christ are dead, please raise their hands. Я сказал: те, кто верит, что Кришна и Христос
умерли, поднимите руки. Nobody could raise their hands. Никто не смог поднять руку. And I said, why? It's a historical fact. Я сказал, Why don't you raise your hands? почему? Это же исторический факт. Почему вы не But поднимаете deep руку? inside we know it is not true. Потому что внутри себя глубоко мы знаем, что это It is absurd to say that Krishna is dead or Christ is dead. это как-то мы не можем даже так сказать, что Кришна умер или Христос умер. The mother would say, does the divine die? И мать сказала, неужели разве Божественное умирает? He only changes appearances, he only changes poises, he only changes stations of consciousness. But always he is within our heart. Божественный Господь только меняет формы, облики, видимости, какие-то самовыражения своего сознания, но Он всегда пребывает в нашем сердце. In fact, if we don't find him here, there is no point in yoga. Фактически, если мы не находим Его там, нет никакого смысла. This is the first fundamental thing to be found, the divine within us. Это самая первая фундаментальнейшая вещь, которую необходимо найти, это ощутить Божественное внутри нас, испытать Божественное. And I must add, Я должен добавить, I have not seen the mother with these eyes. я не видел мать этими физическими глазами. And if you asked me today, what is more real, all the love in the world and all the people I see and meet, or the Divine Mother's reality, my answer would be I can doubt my reality, but I cannot doubt the Divine Mother's reality. Тем не менее, если вы спросите меня, что для меня более реально, весь этот мир, вся любовь этого мира, все эти люди, которых я вижу, или же реальность Божественной Матери, even in the smallest details of life, я все-таки скажу, что какова бы ни была моя реальность Божественной Матери для меня намного реальнее, даже в мельчайших вещах. She would take care just as she is always there. Она постоянно заботится даже о малейших вещах, словно бы она всегда присутствовала здесь. All that we need is to make this living presence, or rather make contact with this living presence. Все, что нам нужно, это только установить контакт с этим живым присутствием. And the way to do it is И как это сделать? to think about her, Это просто думать о ней, to love her with our heart, просто любить ее в нашем сердце. and if we can do nothing, simply to call her. Если мы не можем делать вообще ничего, то просто звать ее. Just like a mantra, ma, ma, ma. Просто как мантра. Ма. And surely we will come in contact with her. И точно, совершенно точно мы придем в контакт с ней. We don't have to worry about the how. Нам не нужно беспокоиться, как это будет. It is their problem. Это их проблема. Much more than a devotee wanting to come in touch with the divine, it is the divine who takes joy in the devotee and wants to come in contact. Гораздо больше, чем преданный ищет Божественного и хочет испытать контакт, установить контакт с Ним. Божественный Господь ищет, испытывает радости от обретения преданного и установления контакта с Ним. This is the eternal fact of spiritual life. Это вечный факт духовной жизни. And all who have walked the way stand a testimony to this wonderful presence. И те, кто как-то прошли по этому пути, могут заверить на собственном опыте, что это так и что их чудесное присутствие действительно с нами. I had a question. Yes. Я хотела поблагодарить вас за этот ответ. I would like to thank you for this answer. Это очень сильная передача состояния. It's very powerful transmission of the state of being, Присутствие. of the presence. Thank you. Спасибо. И он находит во мне глубокий отклик. And it finds in me a deep response. Yes. Я не знала, что слово «гуру» настолько скомпрометировано. I didn't know that the word guru is so much
compromised, Ни в коем случае misused, Yes, ни в коем yes. случае не имела в виду Compromised. какой-то ярлык или I- обмена. М? Ни в коем случае не имела в виду это Переведи. как ярлык. Ну, просто. I didn't want to use it like a kind of label. Yes, yes. И исходя из того, что вы говорите, именно из этого живого состояния присутствия, And according to what you are saying, it is from this living feeling of presence, of the presence, в котором есть только божественное, In и which даже нет тебя, а есть только only божественное. the divine exists and even there is no you, there That's is no I. beautiful. Прекрасно. Естественно, Beautiful. никто не нужен. And it is indeed no one, nobody else is Absolutely true. Но Absolutely. также никто не может быть помехой этому. But also nobody can be an obstacle to experiencing this. To somebody who is sincere. Помехой Yes. этому. Если вы действительно искренни, то никто не может. There is no obstacle. Any outside obstacle is not there if there is sincerity inside. Если внутри есть искренность, то никакие внешние препятствия, помехи не имеют значения. All obstacles are inside us completely. Все препятствия и помехи только внутри нас полностью, всецело. Thank you. Thank Thank you. So I think, yeah. Окончание истории про Кришну. And finally, Story about the end of the story. Yeah, we will. Good you remembered. We have a night session 8 to 9, storytelling. Then it will be good time for dreams, Yeah, no, we have the session, so we will talk about the story. because the story called dream. Yeah, I deliberately, because otherwise it is a, Мы переносим ее на we would have вечернюю gone in another сессию, direction. поскольку речь о снах все-таки идет. So we shall have the story. Okay. Thank you. Спасибо. Друзья, я еще хотел предложить, вот на один день приехал мой друг из Гатчины, Александр Каратун.